Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, что можно сделать со старой сковородки и старых ненужных дисков от косилки триммера. Теперь берем сковородку, делаем в сковородке по центру огромное одно отверстие и 3 по краям маленьких отверстия. Вот таким принципом при помощи дрели. Потом слегка дорабатываем центральное отверстие при помощи напильника. Дальше при помощи маркера делаем разметку на сковородке. Потом берем болгарку и отрезаем лишний металл от сковородки. Вот таким принципом. В итоге получилась у нас из сковородки вот такая тарелка. Дальше берем 2 ножа и на каждом ноже сгинаем 3 лепестка примерно 40-45 градусов. Но не больше. Ни в коем случае не 90 градусов. Диск каленый, поэтому надо сгинать очень осторожно и внимательно. Если отломается лепесток, то придется приваривать. Можно еще нагреть и согнуть легко и быстро при помощи газовой горелки. Но после нагрева металл отпускается и уже надо его немножко закаливать. А я попробую без нагрева. Посмотрим, что получится. Итак, вот я согнул лепестки на одном и на втором диске. И на одном диске старом у меня лепесток все-таки отломался. Но я думаю, небольшая это проблема. Я просто-напросто сваркой его приварю. И думаю, он будет выполнять свою функцию, как и остальные лепестки диска. Теперь устанавливаю лепесток на свое место и привариваю его при помощи сварки. Вот таким принципом. Как видим, данный диск даже не треснул, и обваривать его сваркой не надо. Этот диск очень старый. Один лепесток на данном диске отломался, второй имел трещину, а третий был в порядке. Так я принял такое решение обварить все 3 при помощи сварки. Теперь дальше беру вот такие специальные шайбы от триммера, которые имеют специальную прорезь, чтобы не сбить центр. И соединяю их вместе. После того, как соединил их вместе, выставляю вот в такое положение и фиксирую. После того, как зафиксировали диски вот в таком положении, делаю 3 отверстия вот в этом месте. Вот так выглядят 2 ножа. Дальше соединяем при помощи гаек и болтов вместе 2 ножа в одну конструкцию.
Итак, в итоге получился из старых дисков вот такой диск двойной. Вот так он выглядит, вот такая насадка. И плюс вот такая, так сказать, тарелка. В итоге получилось вот такой комплект для триммера. И осталось самое главное, это тест. Ну что, погнали. Дальше откручиваем стандартную головку от редуктора триммера и устанавливаем нашу насадку на редуктор триммера. Вот таким принципом. Как видим, данная насадка устанавливается на редуктор триммера очень просто, быстро и легко. Дальше заводим двигатель триммера. Обязательно берем резиновые сапоги, защитный шлем, очки и погнали тестировать данную насадку. Как видите, данная насадка, диск от сорняков, работает очень хорошо и на 100% эффективно. После того, как мы обработали землю данной насадкой, земля стала мягкая, как пух. Единственное замечание: при длительной работе данной насадкой чувствуется нагрузка на сцепление и двигатель косилки. Поэтому надо немножко давать косилке отдохнуть. Вы все видели своими глазами.
Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.